Есть любимый вопрос. Меня всегда волновал вопрос убеждений. Так много об этом говорят. Убеждения, деструктивные убеждения, убеждения, которые меня останавливают, не дают добиваться какой-то цели. Что с этим делать, каким образом работать и вообще, что такое убеждение в нашей голове, которое вот мы выстраиваем и живем по этому принципу? Ну, первое, да, убеждение – вещь полезная. Потому что сейчас то, что я вижу у коллег, психологов, тренеров, есть такой подход, что убирайте убеждения, и вот будет снесите вам счастье. Это все. Снесите это все. Надо понимать, что убеждения – это как несущие стены дома. То есть без убеждений психика просто, будет такая дезориентация. Вот как представьте, вот раз и стены посыпались. То есть профессиональными словами это психоз. Вот поэтому нашим зрителям, да, будьте внимательны, когда вы еще на тренинге, где прямо вот сносят все старые убеждения, но это вещь нездоровая. С другой стороны, стены дома поддерживают, и стены дома ограничивают. Поэтому то, что убеждения нас ограничивают, это правда. Если есть что-то, где вам хочется меняться, где вам хочется получать другие результаты, естественно, с убеждениями нужно работать. Каким образом? На самом деле убеждение – это не что-то такое таинственное. Чуть-чуть навыка критического мышления, и все тайное становится явным. Например, вы думаете о своем бизнесе, да, и задаете себе вопрос, какой бизнес я могу создать, да? И у вас приходят определенные картинки в голове, вот такой могу, такой могу, такой могу. Как выявить убеждение? Задайте себе вопрос, почему я думаю именно так? Да? Например, у меня картинка, если ты думаешь о своем бизнесе, какая картинка приходит? У меня прям что-то большая школа, публичное выступление, огромная сцена, вот люди, вот сразу какое-то такое у меня пришла история. Может быть, организация больших мероприятий. Как тебе кажется, почему такой бизнес приходит, такие варианты бизнеса ты видишь как свои возможные? Мне нравится публичность, мне нравятся люди, мне нравится нести, что-то давать. Прям массово, не одному человеку, да, это потому я не увидела консультацию с одним человеком, хочется стоять на сцене и как можно больше говорить, или это может быть онлайн, когда очень широко, да, при большой аудитории. Наверное, это желание отдавать большей части аудитории. И при этом это тоже, ты видишь ограниченную часть себя. Да. Вот такую, которая умеет вот это, любит вот это, хочет вот это. Но ты больше, чем просто эти части личности. И в этом тоже есть ограничивающие убеждения. Возможно, и скорее всего прямо здесь сейчас оно тебя ты его не чувствуешь как ограничивающим, но если ты завтра эту школу создашь и через 2 года придешь ко мне и скажешь, вот мы там делаем $1 миллион в месяц, мы хотим 10, вот здесь оно тебя уже начнет ограничивать. Оно больше будет ограничивать, когда я сейчас сказала, как я хочу, и при этом вопрос, наверное, очень важный, а почему я сейчас еще ничего не делаю к этому? И тут начинается другое, а почему они должны меня слушать? А насколько у меня получится ли у меня вообще? Это Хорошо, тоже... это то же самое мысль, почему они должны меня слушать? Ты задаешь себе вопрос, почему я сомневаюсь, что они будут меня слушать? И здесь мы обнаруживаем либо какой-то опыт прошлый, да, где кто-то не слушал, либо, то есть, да, мы видим что вот могут это, сделать. да, вот это ограничивающее убеждение. И когда мы говорим о работе с ограничивающими убеждениями, это всего лишь о том, чтобы видеть, когда мое ограничивающее убеждение и как, и когда оно влияет на мои суждения и на мои действия. И вот на мои цели, получается. Если я этого действительно очень хочу и не вижу никаких преград, бери и делай. Значит, это в рамках моих убеждений вполне нормально, я в своем доме это строю. Если я этого хочу, но какие-то убеждения мне мешают, вот как раз с ними нужно работать. Я правильно понимаю? Да, только работа, на что я хочу сделать акцент, что эта работа, она не какая-то магическая, да, то есть нет человека, который придет и вам внутри растопит эти убеждения или каким-то образом рассеет. Вопрос работы с убеждениями – это вопрос других действий. Делай просто по-другому.
То есть, когда я замечаю, например, я делаю что-то в своем бизнесе одним типичным образом, И получаю, естественно, те же да, результаты. я задаю себе вопрос, почему я так делаю? Например, я продаю только через рекламу, но я не пользуюсь, вот про психологов, да, очень такой пример. У нас есть 2 канала привлечения клиентов, это реклама и сарафанное радио. И я очень хорошо вижу на наших студентах, кто-то использует только сарафанное радио, кто-то только рекламу. Почему? Потому что каждому легче в чем-то. И это работает до определенного момента. Но в какой-то день, когда я хочу больше, и этот канал уже больше мне не дает, мне важно подключить еще один канал. И в какой-то день, когда хочется расширения, надо посмотреть, например, почему я делаю рекламу, но не пользуюсь сарафанным радио. Потому что, например, я обнаруживаю мысль, я себя считаю такой, которая не умеет влиять на людей напрямую. Не верю, другими словами, в работу, да? Вот оно ограничивающее убеждение. И когда я иду и кому-то напрямую продаю, я меняю это ограничивающее убеждение. Через личный опыт, получается? Через новый опыт. Класс.